последнее время все чаще читаем в интернете информацию о том, что дети страдают из-за промахов врачей. Мы побывали в гостях у Инны Синицыной в поселке Рябково. Девушка вместе с мамой Галиной Павловной вдвоем воспитывают сына Артема. Мальчику 1 год и 8 месяцев. Мой ребенок родился здоровым, но до 2 месяцев развивался очень хорошо. В месяц мальчику должны были поставить прививку от гепатита. У него были красные мокнущие щечки, пятна по всему телу, диарея. Поэтому пришлось ненадолго отложить эту процедуру. Началось лечение, однако улучшений не было. Инна пришла на прием к Артемкиному врачу в поликлинику номер 3 по Карбышево. Сказала, что нам ничего не помогает, наоборот, только хуже. Врач ответил, что ничего страшного в этом нет. Все пройдет, пора ставить прививку. Потом поднялась температура, лечили от простуды. Этот же самый врач. Мы с моей мамой пытались ее убедить, что это не простуда, что-то другое. Сердце мое подсказывало, что это что-то серьезное. Через 1,5 недели у Артема начались судороги. Инна вызвала скорую. Специалисты осмотрели ребенка и сказали, что не видят ничего страшного. Сказали, это ничего страшного. Все рефлексы в норме, не видим причин для госпитализации. И уехали врач. На следующий день мы увезли сами ребенка с судорогами, с непрекращающимися причем. И лечили нас 1,5 недели, даже 2 недели. Врач нас убеждала, что у моего ребенка 100% глубокая эпилепсия, что нужно подождать, лекарства имеют свойство накапливаться. МРТ, которое Артему тоже сделали не сразу, показало глобальное поражение левого полушария головного мозга и частично правого. Время было упущено. Сейчас Инна и ее мама занимаются реабилитацией Артема. 7 месяцев женщина ждала квоту на бесплатное лечение. Удалось съездить в Москву. Приехав туда, я поняла, что только время потратили впустую. Она перечитала кучу отзывов о реабилитационных центрах во всем мире и вместе с сыном отправилась в Чехию. Мальчику стало немного лучше. Буквально через неделю они едут туда уже в 3-й раз. Далее по плану аквареабилитация в Тюмени и, если получится, хотят попасть в Красноярск. Счастье и здоровье малыша для Инны главное в жизни. Она ездила на специальные курсы по реабилитации в Италию. Подруги помогли собрать деньги. По дому занимаюсь сейчас. Он американский нейрофизиолог и разработал свою методику реабилитации. Он сейчас лучше развивается умственно, чем физически. Конечно, мы поинтересовались, обращалась ли Инна с жалобами в правоохранительные органы. Девушка рассказала, что писала заявление в прокуратуру. Была проведена независимая экспертиза. Показала экспертиза, что неправильно диагностировали, неправильно лечили. Недооценка состояния здоровья ребенка, что привело к ухудшению и хронизации болезни. В прокуратуре региона нам сказали, что сейчас по делу ведется следствие. Я знаю, что они ответят на суде за свой поступок, за свое равнодушие, свою халатность. Интернет-телеканал «Заурал онлайн» обращается к жителям нашей области и просит помочь маленькому Артему. Подробности по телефону 46 17 22.